Женщина годами воспитывала мальчика, но во время слушания по делу об усыновлении он рассказал об этом суду. Познакомьтесь с Сарой Козат и Стюартом Шенком, добросердечной парой, которая уже несколько лет занимается воспитанием детей. Сара всегда была увлечена оказанием помощи нуждающимся детям и гордится тем, что у них стабильный и любящий дом. Один из детей, которых Сара взяла на воспитание, мальчик по имени Майкл. Майкл был передан в приемную семью из-за неспособности своих родителей заботиться о нем. Ему было всего 3 года, когда его впервые поместили в дом Сары, и поначалу он опасался жить с кем-то, кого не знал. Когда Майкл впервые приехал в дом Сары, он был напуган и не был уверен в своем новом окружении. В юности он через многое прошел, и переезд в новый дом был для него тяжелым испытанием. Он изо всех сил пытался приспособиться к новым правилам и распорядку дня, часто проявляя раздражение. Однако Сара была терпелива с ним, понимая, что его поведение было отражением пережитой им травмы. Несмотря на трудности, Сара неустанно трудилась, чтобы создать для Майкла стабильную и любящую обстановку. Она позаботилась о том, чтобы у него было все необходимое, от чистой одежды до здорового питания. Она также приложила все усилия, чтобы получше узнать Майкла и понять его интересы, водя его на прогулки по музеям и паркам и проводя время с ним дома за играми. Со временем Майкл начал чувствовать себя более комфортно в своем новом доме. У него сложились особые отношения с Сарой, он видел в ней источник утешения и поддержки. Они пережили вместе много трогательных моментов, от совместного приготовления ужина до просмотра фильмов на диване. Майкл даже начал откровенничать с Сарой о своих чувствах и прошлом опыте, чего он никогда не делал раньше. Несмотря на трудности, связанные с опекунством, Сара стремилась обеспечить Майклу безопасное и заботливое окружение. Она была терпеливой и сострадательной, неустанно работая над тем, чтобы потребности Майкла были удовлетворены. Когда Майкл стал старше, Сара продолжала поддерживать его всеми возможными способами, всегда надеясь, что в конечном итоге он воссоединится со своей биологической семьей. Однако со временем стало ясно, что этой мечте Майкла не суждено сбыться. В дополнение к новой семейной ситуации, Майкла также разлучили со старшим братом. Прошло несколько месяцев с тех пор, как Майкл видел своего брата Сэма, которого поместили в отдельную приемную семью. Сара прилагала все усилия, чтобы облегчить свидание между братьями, зная, как важно для них поддерживать отношения. И вот, наконец, настал день долгожданного визита братьев. Майкл проснулся рано утром, не в силах сдержать волнение. Он знал, что скоро увидит своего старшего брата Сэма, и с нетерпением ждал этого момента. Сара помогла ему одеться, убедившись, что он выглядит наилучшим образом для этого случая. Когда они прибыли в парк, где должна была состояться встреча, Майкл огляделся в поисках брата, и вот, наконец, он заметил его на другом конце игровой площадки. Не колеблясь, Майкл побежал так быстро, как только мог, и прыгнул в объятия брата. Братья крепко обнялись, по их лицам текли слезы. Сэм посмотрел на Сару и улыбнулся, одними губами произнеся слова «Спасибо». Это был момент, который Сара никогда не забудет. Для Сэма этот визит стал шансом воссоединиться с человеком, который был неизменным в его жизни даже в самые трудные времена. Его брат был тем, с кем он мог смеяться и играть, тем, кто понимал, через что ему пришлось пройти. Это было напоминанием о том, что, несмотря ни на что, он был не одинок. Для Сары наблюдение за этим воссоединением стало мощным напоминанием о важности приемной семьи. Она знала, что любовь и поддержка, которые Майкл получил в ее доме, навсегда изменят его жизнь. И, наблюдая за тем, как братья обнимаются, она поняла, что именно в этом все дело. Создание ощущения семьи даже в самых сложных обстоятельствах. Именно тогда она поняла, что им нужно быть вместе,
и ей нужно было взять на воспитание их обоих. Поначалу Сара не хотела брать на воспитание старшего ребенка, поскольку Сэму было 10 лет. Но, встретив его, она быстро привязалась к нему и с легкостью стала его приемной матерью. Хотя супруги ставили во главу угла поддержку усилий по воссоединению семьи в качестве приемных родителей, в конечном итоге они столкнулись со сложным и эмоционально бурным путешествием, когда приняли решение усыновить мальчиков, что не входило в их первоначальные планы. На протяжении всего процесса они боролись с противоречивыми эмоциями и разрывались между желанием воссоединить детей с их семьями и желанием усыновить их. Поэтому, когда наконец настал день усыновления, они очень нервничали. Что скажет судья? Все могло пойти по-другому. Сара и Сэм сидели в здании суда, ожидая, когда судья войдет в зал. Они сидели бок о бок, крепко держась за руки, их нервы были на пределе. Это был день, которого они ждали. День, когда решится будущее мальчиков. Сердце Сары учащенно забилось, когда она подумала о том времени, которое она провела с Сэмом и Майклом. Она наблюдала, как они росли и процветали под ее опекой, и не могла смириться с мыслью, что они покинут ее. Майкл тоже испытывал беспокойство. Он никогда не представлял себе жизни без Сары, и мысль о том, что ее больше не будет в его жизни, была почти невыносимой. Пока они ждали, напряжение в зале росло. Каждая проходящая минута казалась вечностью, и нервы Сары и Сэма были на пределе. Они знали, что решение судьи навсегда изменит их жизнь, и не могли не чувствовать себя подавленными серьезностью ситуации. Наконец, судья вошел в зал, и заседание началось. Сара внимательно слушала, как судья рассматривает ее дело, изложив причины, по которым интересам Сэма и Майкла лучше всего послужило бы остаться с Сарой и Стюартом. Она затаила дыхание, когда судья взял долгую паузу, обдумывая ее решение. Когда напряжение в зале возросло, Сэм крепко сжал руку Сары. Он чувствовал, как колотится его сердце в груди, и видел страх и тревогу, отразившиеся на лице Сары. И затем, наконец, судья заговорил. «Сэм», — сказал судья, — «прежде чем я приму окончательное решение, вы хотели бы что-нибудь сказать?» Сэм глубоко вздохнул и посмотрел на судью. «Да, Ваша честь», — сказал он. «Они все любят нас», — сказал Сэм судье, рассказывая о себе и своем брате, которого также усыновили в тот день. «Мы любим их. Вся наша семья — это лучшее, что у нас когда-либо было. Я рад, что эти люди есть в моей жизни. Я рад быть их сыном. Они лучшее, что у меня когда-либо было. Если бы я мог пожелать чего-нибудь на свете, я бы хотел просто любить этих людей всю оставшуюся жизнь». В зале суда все дружно ахнули, когда до них дошли слова Сэма. Сару переполняли эмоции, слезы текли по ее лицу. Судья улыбнулся, явно тронутый искренними словами Сэма. «Я не думаю, что мне нужно что-то еще говорить», — сказал судья. «Очевидно, что Сэм нашел у вас любящий дом, и я рада сообщить, что усыновление разрешено». Зал суда взорвался аплодисментами, когда Сара крепко обняла Сэма, благодарная за любовь и привязанность, которую он привнес в ее жизнь. Это был момент, который они оба будут лелеять вечно. После слушания семья из 4 человек вышла из зала суда, держась за руки, вне себя от радости по поводу решения судьи. Они крепко обнялись, и слезы счастья потекли по их щекам. Сара испытала огромное облегчение и радость. Она вложила все свое сердце и душу в воспитание Сэма и Майкла и молилась, чтобы они были усыновлены. Теперь, наконец, она могла называть их своими сыновьями и дать им тот дом, которого они заслуживали. Когда они выходили из здания суда, Сэм поцеловал Майкла в макушку на глазах у Сары.
Было ясно, что отношения Сэма с братом стали еще крепче после их воссоединения, и Сара была благодарна за ту связь, которая установилась между ними. Для Сары, Стюарта, Сэма и Майкла все изменилось, и ничего не изменилось со дня усыновления, сказал Козат. Они жили одной семьей, но теперь это официально. Какая часть этой истории вам больше всего нравится? Дайте нам знать в комментариях ниже.